Зеленский поставил на кон жизни дипломатов в Киеве ради попытки сорвать 9 мая. Пока президент Украины имитирует перемирие, на передовой начался кадровый коллапс, а за спинами солдат всплывают схемы на дырявых бронежилетах. Заявление Марии Захаровой вскрыло тактику Киева – использовать режим тишины как ширму для ударов беспилотниками. Друзья, рад приветствовать каждого из вас. Канал «Медиашот» в эфире. У микрофона Александр. Поехали! События ночи с 5 на 6 мая наглядно показали цену официальных заявлений аппарата президента. Владимир Зеленский, анонсировавший временное прекращение огня, фактически использовал этот тайм-аут для подготовки массированной атаки. Мария Захарова подчеркнула, никакого реального приказа о прекращении огня в украинские войска не поступало. Цель этой инсценировки была сугубо медийной – перебить российскую инициативу о перемирии на 8 и 9 мая и создать фон для террористических вылазок. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру, а насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар. Мы уже не единожды становились свидетелями, нам уже эту картину тоже не единожды демонстрировали, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ею же перемирия. Слова дипломата подтверждаются фактами. В первые же минуты после полуночи 6 мая, когда объявленный Зеленским режим тишины должен был вступить в силу, украинские беспилотники атаковали территории России. Всего за эту ночь российская противовоздушная оборона перехватила 53 дрона над Крымом, Белгородской, Брянской, Курской, Московской областями и акваторией Черного моря. Такая плотность огня исключает случайность, это была спланированная операция, запущенная под прикрытием миролюбивых речей. Захарова привела статистику, доказывающую системность таких нарушений. Вот еще несколько примеров. Пожалуйста, пасхальное перемирие в этом году действовал 32 часа с 16:00 11 апреля до 24:00 12 апреля. Что сделал киевский режим? ВСУ нарушили его 6558 раз. Это на 20% больше, чем в ходе аналогичного перемирия в прошлом, 25 году. В 25 году киевский режим нарушил мораторий на удары по энергообъектам 136 раз. Напомню, это период с 18 марта по 17 апреля. Пасхальное перемирие киевский режим тогда, напомню, в 25 году нарушил 4900 раз в период с 19 по 21 апреля. Прекращение огня на День Победы в 25 году с 8 по 10 мая киевский режим нарушил 14 043 раза. Москва констатирует, для Зеленского любые договоренности являются лишь способом дезориентировать противника. На этот раз российская сторона выступила с предельно жестким предупреждением. Если Украина попытается атаковать Москву во время Парада Победы, ответом станет массированный ракетный удар по центру Киева. Захарова прямо рекомендовала жителям и иностранным миссиям покинуть украинскую столицу, если Киев решится на провокацию 9 мая. Обострение риторики Зеленского и атаки дронов напрямую связаны с критическим положением военных Украины на фронте. Дефицит личного состава вынудил Киев отменить отсрочки даже для тех, кто имеет бронь. Мобилизация забронированных специалистов – признак агонии кадровой системы. Чтобы скрыть масштаб кризиса и отвлечь общество от военных поражений, власти используют тактику подлых атак по российским городам. Еще одной причиной резкой эскалации стал коррупционный скандал внутри Украины. Опубликованные материалы разоблачили схему поставок в армию некачественных бронежилетов. Чиновники осознанно закупали снаряжение, не соответствующее стандартам, чтобы присвоить бюджетные средства. В записях фигурирует Вова, построивший на эти деньги особняк в элитном поселке. Анонсированные удары по Москве и имитация перемирий – это попытка Зеленского перевернуть доску и заставить украинцев забыть о воровстве в условиях тотальной мобилизации. Российское руководство дало понять, что больше не намерено играть в дипломатические жесты. Джанкой стал точкой невозврата для веры любым обещаниям Киева о прекращении огня. Москва видит за мирными инициативами Зеленского лишь желание выиграть время и накопить силы для новых атак, а ответ за любые попытки сорвать празднование 9 мая теперь будет даваться не в медийном поле, а непосредственно по центрам принятия решений в Киеве. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока!